Всем привет! Вы на канале Даша Техник, и сегодня я хочу вам рассказать про танки, которые показали на форуме «Армия-2024». В этом видео Россия не знает, что делать с истребителями танков «Спрут». Танки обвесили резиной, и в этот раз с «Арматой» все в порядке. Многие машины получили определенные конструктивные изменения, что лишний раз свидетельствует, что разработчики и производители не сидят сложа руки. Основные усилия направлены на повышение защищенности от FPV-дронов «Камикадзе». Все машины оснащаются дополнительными резиновыми экранами-лопухами, закрепленными в кормовой части башни. Опыт СВО показал, что одним из основных приемов операторов дронов противника является наведение дрона под углом в зону кормовой проекции и стыка башни с корпусом. И в случае пробития броневой защиты кумулятивная струя с высокой вероятностью попадает в дополнительную боеукладку, размещенную у перегородки моторно-трансмиссионного отделения с соответствующими последствиями. Дополнительные экраны снижают вероятность такого исхода, тем более, что дрон, как правило, несет сравнительно легкий кумулятивный заряд, например, выстрел от РПГ-7. Не стоит забывать, что за экранами расположены штатные модули с элементами динамической защиты и противокумулятивной решетки, так что защита получается вполне себе достойной. Ну а больше моих фото и видео вне моделизма вы можете найти на моей страничке на Boosty. Там вы также сможете поддержать мою деятельность и попасть в титры к видео. Ссылочка на Boosty есть в описании к видео, так что тоже рекомендую подписаться еще и на мой Telegram. Там оперативно выходит информация о моих новых видео на канале Dasha Models и Dasha Technik. Ссылочка на Telegram есть тоже в описании. На этот раз Т-14 «Армата» присутствовала в единичном экземпляре, а на прошлом форуме «Армат» было аж 3 штуки, и несмотря на многочисленные испытания, этот танк пока массово не используется в зоне СВО. Было высказано предположение, что Т-14 может быть зарезервированным ресурсом, который хотя и потенциально не имеет большого влияния на конфликт на Украине, а зарезервирован он для потенциально более широкого конфликта. Т-14 создавался как важнейший компонент войны нового поколения, так называемого сателлоцентрического конфликта, и «Армата» должен был стать главным столпом группы из тактического звена созвездия М, имеющего цель транслировать ход боя в режиме реального времени. «Армата» – дорогая штучка без всяких кавычек. Производство одной единицы составляет 350 миллионов рублей и больше. И это не предел. В штучном исполнении цена такого танка может перевалить и за все 500 миллиарда рублей. А если сравнивать с западными танковыми новинками, то это довольно скромно. Но давайте подумаем о других наших танках, которые стоят гораздо дешевле. И возьмем надежного старичка Т-72. За его новый образец в модификации Б-3 нужно заплатить порядка 50 миллионов рублей. И, грубо говоря, за цену одного Т-14 мы можем получить 7 современных танков. И вряд ли «Армата» на полях сражений превзойдет по суммарной эффективности 7 танков Т-72Б3. При этом некоторые эксперты в силу ряда причин заявляют, что «Армату» нужно отправить в архив, и если не навсегда, то до наступления победы в СВО. И действительно, победы куются не только лишь одной передовой техникой, а высоким воинским духом и качественной боевой подготовкой. А это танк Т-72Б3М. Эта модель была доработана с учетом новых вызовов, включая атаки дронов «Камикадзе», которые представляют собой одну из главных угроз для бронетехники сегодня. В задней части башни танка установлены резиновые экраны, которые в социальных сетях получили прозвище «лопухи». Специалисты отмечают, что такая защита может существенно повысить выживаемость танков в условиях современных боевых действий. Т-72Б3М оснащен многоканальным прицелом с баллистическим вычислителем и в прошлом году демонстрировали машину с прицельным комплексом с тепловизорным прицелом. И, вероятно, это было временное решение, пока промышленность не наладит поставки более совершенных прицельных комплексов в необходимом объеме. Обновленные танки получили возможность вести бой даже под плотным артиллерийским огнем. А ранее также сообщалось, что Т-72Б3М неоднократно модернизировался с учетом появления новых технологий и по результатам боевого применения в различных вооруженных конфликтах. В первую очередь была увеличена бронезащита этой боевой машины. Непосредственно сама броня совершенствовалась с помощью бронелистов из особых сплавов, внедрялись дополнительные элементы бронирования, в том числе защита ходовой части танка, и танк получил динамическую защиту «Реликт» и автоматическую систему постановки дымов, и сообщалось, что, возможно, в танке поменялась боеукладка боеприпасов, которая сейчас изолирована от экипажа, чтобы дать танкистам больше шансов выжить в случае детонации боекомплекта. По уровню устойчивости на поле боя эта боевая машина вплотную приблизилась к лучшему на сегодняшний день российскому основному танку Т-90М. Теперь Т-72 могут вести бой даже под массированными ударами артиллерии. Ранее эксперты специализированного издания Military Watch со ссылкой на экспертов сообщали, что у Т-72Б3М по результатам модернизации были улучшены все показатели.
Российский новейший танк последней модификации Т-80 БВМ все активнее используется вооруженными силами России в зоне специальной операции на Украине. На сегодняшний день этот танк наиболее подходит для ведения боевых действий в экстремальных условиях, поскольку имеет газотурбинный двигатель. В самом начале спецоперации российские войска отдавали предпочтение более дешевым и простым в эксплуатации танкам Т-72 и Т-90, но полномасштабные боевые действия требовали введения в бой танка, готового действовать в экстремальных условиях. Так в зоне СВО появились танки Т-80 БВМ. Большое количество устаревших Т-80 находится на складах, но они были модернизированы до последних версий и получили современное прицельное оборудование, защиту и другие системы. Благодаря своему газотурбинному двигателю Т-80 БВМ прекрасно подходит для действий на Украине. У американцев тоже имеется танк с таким же двигателем, но М1 Абрамс уступает российскому, поскольку Т-80 гораздо меньших размеров, и он обладает наиболее лучшим соотношением мощности и веса, а также имеет большой калибр орудия. В бою с основным боевым танком М1 Абрамс российский Т-80 БВМ еще не встречался, и поэтому предсказать результат никто не может, а вот немецкие танки Леопард-2 российские танкисты уже подбивали. Машины семейства Т-80 можно смело называть вершиной танкового танкостроения. Базовую модель приняли на вооружение еще в 1976 году, после чего было выпущено множество модификаций 80-ки, и самой современной является Т-80 БВМ. А также на полях Международного военного технического форума «Армия-2024» представлена новейшая модификация российского танка Т-90М «Прорыв». Все улучшения в конструкции машины были внесены на основе опыта, который получили российские танкисты в зоне проведения специальной военной операции. На «Прорыве» была улучшена система управления огнем и установлена система радиоэлектронной борьбы. Для защиты от беспилотников противника на танке была установлена боковая броня и установлена специальная защитная сетка. Также на Т-90М появилась дистанционно управляемая пулеметная установка и минный трал. Все улучшения направлены на повышение живучести машины в бою. Модернизированный Т-90М уже вышел в серийное производство. И также можно отметить, что вся башня Т-90М по периметру обвешана дополнительными мешками с элементами динамической защиты. И они крепятся даже к боковым противодронным сеткам. Из мелких отличий можно отметить измененную форму грибка антенны аппаратуры спутниковой навигации. И, возможно, это дополнительная защита. И усиленную защиту крышки люка выброса поддонов сгоревших гильз. На всей Т-90М не устанавливается кондиционер и устройство учета теплового изгиба ствола. К последнему в войсках имеются нарекания по надежности. И при этом, например, система кругового видеонаблюдения продолжает устанавливаться. На выставке было представлено 2 танка, причем один демонстрировался с минным тралом, обеспечивающим сплошную зону тролления и оснащенным дополнительными электромагнитными приставками. И учитывая активное применение противником противотанковых мин, тема весьма актуальная. Как сделать так, чтобы танковая атака была опасна как для пехотных подразделений, вооруженных тяжелыми управляемыми гранатометами, так и для западных ОБТ вместе с иностранными БМП вероятного оппонента, наглядно показала международная выставка вооружений «Армия-2024». Перед вами БМП-Т. Для борьбы с собратьями российских танков на сконструированной на шасси Т-90 боевой машине установлены 4 противотанковых управляемых комплекса с пусковой установкой «Атака-1». Такая ракета с дальностью пуска до 6 км и со скоростью полета, превышающую скорость звука в 1,6 раз, способна пробить броню американского Абрамс М1А1СА. А для противоборств против передвижных БМП, таких как Брэдли производства США и Мартер, соответственно, изготовления в Германии, есть сдвоенная артиллерийская установка 30 мм пушек 2А-42, чьи бронебойные снаряды способны останавливать не только легкобронированную технику, но и при удачной серии выстрелов и танк. Для высокоточной стрельбы у экипажа есть гибридный прицел Агат-МП, оснащенный тепловизорным и телевизионными каналами наблюдения. Отечественная оптика позволяет обнаружить цели на расстоянии до 4,5 км в темное время суток. Именно на военно-техническом форуме был показан тот самый инструмент огневой поддержки танков и штурмовой пехоты – БМП-Т, который превращает шанс выстоять против атаки отечественных Т-90М «Прорыв-3» и Т-72Б3М и Т-80 БВМ равный математическому нулю. И речь идет об обновленном, с учетом боевого опыта СВО, терминаторе – боевой машине поддержки танков. Опыт СВО превратил танковый тягач БРЭМ-1М в бронированную крепость. Выполненная на шасси основного боевого танка Т-90 бронированная ремонтная эвакуационная машина БРЭМ-1М предстала на Международном военно-техническом форуме «Армия-2024» в совершенно новом облике. И благодаря опыту, полученному в ходе специальной военной операции, ее превратили в настоящую передвижную крепость.
У тягача появились бортовые экраны, которые усилили динамической защитой, в том числе находящиеся в контейнерах. Это сделано так же, как у Т-90М, Т-72Б3М и Т-80БВМ. Реактивной броней плотно облепили и лоб корпуса. Для защиты от дронов камикадзе установили экраны, которые известны всем как мангалы. Имеются средства радиоэлектронной борьбы, затрудняющие управление беспилотниками противника. Еще одним ценным качеством обновленной машины для ее экипажа стала возможность брать на буксир поврежденную или забуксовавшую технику, не выходя из брони. На БРЭМ имеется кран грузоподъемностью в 25 тонн, что позволяет уверенно поднимать крупные детали, в том числе и башни танков. Максимальная масса буксируемого груза может доходить и до 50 тонн. Для самообороны установлен 12,7 мм пулемет «Корт». Двигатель повышенной мощности обеспечивает хорошую подвижность, в том числе и по пересеченной местности, а экипаж составляет 3 человека. Представленная на форуме «Армия-2024» модернизированная 125 мм самоходная противотанковая пушка 2С-25, она мощная и одновременно легкая, маневренная плавающая самоходка, которая, по оценкам экспертов, имеет высокий экспортный потенциал, поскольку она сочетает, казалось бы, несочетаемые тактико-технические характеристики танка и боевой машины десанта. Усовершенствованный экспортный вариант 125 мм 2С-25М представлен в новой комплектации. На спрут установлен дополнительный комплект бронирования, увеличивающий стойкость к поражению от 30 мм боеприпаса в лобовой проекции и от 12,7 мм пули в бортовой проекции. При этом машине может быть обеспечена дополнительная плавучесть и стойкость на воде за счет заполнения пространства между корпусом и дополнительной защитой специальными армированными поплавками с водоизмещающими материалами. Еще одно преимущество экспортного варианта Спрут 2С-25М – комплекс оптико-электронного подавления. Эта система защищает машину от противотанковых управляемых ракет, препятствует наведению приближающей ракеты и снижает заметность машины, подавляя облучение лазером. Для снижения утомляемости водителя и механика машина оснащена видеокамерами, обеспечивающими круговой видеообзор при движении машины, в том числе и задним ходом. Особенно очевидно преимущество модернизированной 125 мм самоходной противотанковой пушки в новой комплектации с применением в условиях высокогорья и прибрежных морских районах. Хочу заметить, что самоходка Спрут появляется как минимум на 3-м форуме армии, но поставки войска так и не доходят. И это были все интересные танковые и околотанковые экспонаты форума «Армия». Если вам понравилось это видео, то не забывайте подписываться на мои каналы в Дзен, ВК, Рутюб, YouTube. А поддержать мою деятельность вы можете на Бусти. Все ссылочки будут в описании. Так что увидимся в новом видео. До новых встреч. Пока-пока.